Приветствую вас, дорогие друзья, на канале Михалыч Топи Геймс. Появление дрона, игра, казалось бы, станет на новый шаг эволюции, станет по-новому светиться, играть своими красками. Но оказалось, что он трудно выбиваем, собираем и 6 урона. Что это такое? Верный друг и то получше, да? Но сегодня я готов переубедить каждого из вас. Я только что сам был в шоке, когда просмотрел впервые эти видосы. Видмантус. Это друг мой, подписчик и, конечно же, модер канала. Собрал нереально крутые, потратил очень много времени и собрал нереально крутые модули на дрон. Это нереально круто, и вы сейчас сами в этом убедитесь. Мы вместе сейчас посмотрим то, ради чего прямо сейчас, я думаю, каждый из вас еще раз задумается, что нужен дрон 100%. И бум-палка, и все, что есть. У меня есть модули, да? Там целеуказание, герметичный двигатель, там все вот это, вот гашетка. Но сейчас мы посмотрим, как выглядит нереально крутой дрон и как он может помочь вам не слиться в каких-то некоторых состязаниях. Итак, ваш лайк, комментарий, подписка. Сразу извиняйте за то, что немного с расширением траблы, потому что снималось на iPhone, либо на какой-то телефон с большущим расширением. Этим у меня комп еле-еле справился. Итак, вызываем дрон, пускай он тоже посмотрит. Ну, а мы сейчас отправляемся в первый видосик. Итак, источник медиа захвачен. Это интереснейший видос, в котором, я думаю, вот ник, обратите внимание на количество хп, дрон и все остальное. Итак, врываемся к слепому охотнику. Что могло бы сказать? Михалыч, бред какой-то, там вообще не интересно. Вы сейчас все зацените. Смотрите хп. Смотрите то, что может дрон. 220 хп. Разгон теперь не сливает нашего персонажа. И нужно целых 2 аптечки, чтобы просто захилить персонажа. Это очень круто, и я рад этому со всей силы. Итак, привычка все-таки дело очень-очень тонкое. И, как вы видели, что Мантус очень резко рванул в сторону от разбега. Потому что, ну, знаешь, что нужно разбегаться. Но сейчас это уже не нужно, потому что слепой охотник не такой уж и коварный. Да, если честно, достаточно и коварный. Я так понимаю, что сейчас этот дрон увеличивает хп. Да, у него, ну, как бы минимум нет атаки, но он может кидать, как вы видите, гранату. Тем не менее, все очень нереально круто. 220 хп и слепой охотник, который наносит 170 урон своим разгоном. Пишите прямо сейчас в комментах, а каких бы зомби вы хотели еще протестить. Кто сколько бьет. Какие зомби смогут ли слить нас с одной тычки. Бабам, просто по губам. 170 жесточайшего урона. Дрон не стреляет, увы. Но, тем не менее, вы видите, что и слить нас тоже слепой не может. Что с улучшениями для дрона? Как вы видите, дрон нереально долго находится здесь. Это самое важное. Потому что? Дронидзе, он, с одной стороны, крутейший. Находится достаточно долго. Этот модуль тоже добавляет время, которое дрон может быть с тобой. Увеличенная батарея или то ли как-то еще там называется. Очень долго дрон находится, не так как мой, просто вылетел раз 10, выстрелил и улетел. Этот дрон находится с нами слишком долго и очень круто. Да, птички улетают, но зато как же замечательно, что слепарик просто не может и ничего сделать. Круто, ребят, я кайфую. Ну, давайте сразу же перейдем к чему? К следующему боссу. Потому что не только слепым охотникам мы сегодня видосик решили сделать сытым. Ну, то есть не только одним слепым охотником сыты будем. Мы также отправимся еще к одному боссу, который убивает с одной тычки. И это не может не тревожить. Потому что меня он каждый раз сливает. Нереальная жесть происходит там.
Итак, ребят, это лаборатория. Еще одно место, где один из зомби-боссов может нанести очень жесткий удар. Хартриджи, лаборатория. Вот этот вот наш падальщик МК-7. Именно этот босс может сделать ваше идеальное прохождение просто нереально не крутым. Почему? Потому что он комбирует и сливает вашего персонажа с одной тычки. Но сейчас это 152 урона. Это кайф, что ты можешь выдержать на себе с помощью, естественно, дрона, на себе выдержать вот этот вот урон комбо. Я сюда вообще ни разу не ходил. Если у меня нет как минимум 3 реаниматора. Да, если я там где-то увернусь какой-то лишний раз, то это еще не самое плохое, что со мной случалось. В принципе, это круто, потому что сейчас можно просто стоять и наваливать нашему МК-7. Он теперь вообще беспомощный. Даже его смертельный удар нам не почему по боку. Итак, ребят, давайте знатоки обязательно напишите, какие еще боссы есть, которые просто вот так вот наносят тот удар, который с одной тычки нас сливает. Ведьма жестко бьет, но мы 120 хп, естественно, выдерживаем все, что она делает. Это должны быть какие-то суровые зомбята, которые нереально много урона наносят. Итак, жду ваших комментов с нетерпением. Надеюсь, что в ближайшем будущем обязательно будут сниматься подобные ролики. Это нереально круто, ребят. То, что теперь не нужно ведро реаниматоров, а можно просто воспользоваться вот таким вот интересным способом с дроном. Что у меня? У меня зарейдили мою базу. В принципе, я вам скажу, что достаточно интересная база. Или, может быть, наоборот. Смотрим, что это за база. 2 глока. Я могу там найти всего лишь 2 глока и взять с собой пару топоров. Ах, как же я не люблю подобные базы. Иду туда, я не знаю, зачем я туда иду. Просто так. Есть определенное количество баз, на которые я просто прихожу и ухожу. Просто пришел, 2 раза дерево рубанул и ушел. Потому что, ну, нет смысла, ребят, здесь оставаться надольше. Итак, давай зайдем посмотрим, что же здесь меня ждет. База вот такая. Солома, не солома, все, что есть, все заберем. Топоры я знаю, что имеется у меня в инвентаре. То есть парочка топоров в каждый сезончик добавляется, поэтому бояться нечего. Можно было простые, но я, если честно, уже дорейдить эту базу, да и все. По-моему, пару блоков вообще убитых здесь есть. Вот они в этих ящиках. Я думаю, что М16 с глушителем тоже нам поможет. Я называю подобные это недорейды, либо ленивые рейды, в которых просто я прихожу и ухожу на все 4 стороны. Особо не замудряясь, особо не оставаясь здесь на долгое время, на долгий период. Итак, я думаю, что вы можете также приходить на стримы. Каждый из вас может попасть на стрим, а стримы у меня бывают чаще всего с 19 до 20:00. Приходите, буду рад. Приходите в мой дом, двери открыты. Очень рад буду видеть каждого, всех и каждого, кто придет на стримчанский. Так, что здесь за лут? Если я не ошибаюсь, то все, что можно было забрать. Короче, половина хорошего лута это то, что с меня своровали. Я специально подоставил то, что хотел, чтобы своровали. Ну и, наверное, заваливаемся сейчас вот сюда. Тут ничего. Короче, на все 4 стороны отсюда. Даже не буду замудряться. Ребят, вот такие вот рейды бывают. Надеюсь, что у вас никогда таких не было и не будет. Как вам, пишите, дрон? Что, теперь вы захотели собирать дроницы? Почему я передумал собирать дрон? Как собрать идеальный дрон? Идеальный дрон. Как собрать дрон? Как собрать идеальный дрон? Я думаю, что теперь каждый задумался. А почему бы и нет? Почему бы себе не поиметь подобный дрон?
А представь тебе, что идеальный дрон может еще и стрелять по 60 урона. Это не все. Ну, то есть, либо хилить, либо стрелять. Но это очень круто. А есть дроны, которые добавляют бронебойность. Нифига себе. Да, прикинь, взять с собой калаши и пройти лабораторию хард режим. И такое тоже есть. И я уверен, что в скором будущем будет. Вам огромное спасибо за просмотр. Не забывайте за лайк, подписку, комментарий. Там, я не знаю, поделиться. Ну, а истинный подписчик становится спонсором. В описании можешь найти спонсорство, ссылку, либо просто надпись «Спонсировать». Это все, конечно же, плюс к 1000 карме. Всем пока.